В покерной индустрии сложно выделить одного человека, который оказал самое большое влияние на ее развитие. В конце концов, история карточных игр – это многовековая эволюция. От примитивных соревнований к сложнейшим математическим концепциям, от темных подворотен и неопрятных салунов до роскошных казино, от горстки странствующих профессионалов до огромного сообщества единомышленников. И все же одно явление в какой-то момент полностью изменило игру навсегда. Речь о покерном буме, взрыве популярности карточных игр. Именно он привлек за столы миллионы новичков. Этот процесс – результат множества факторов. Они совпали во времени и пространстве. Сюда же добавились случайности. Но если говорить о том, чье лицо ассоциируется с покерным бумом, то это, безусловно, Крис Манимейкер. С вами Академия покера. В первой части биографии Криса мы поговорим о детстве звезды и о легендарном турнире в СОП 2003, где он и заработал свою всемирную славу. Подпишитесь на канал, чтобы первыми смотреть наши новые видео. Кристофер Брайан Манимейкер родился 21 ноября 1975 года в Атланте, штат Джорджия. Кто-то предполагает, что свою фамилию, которая буквально переводится как «производитель денег», он взял в качестве покерного псевдонима. Но нет, это настоящая фамилия, обусловленная историей его семьи. Немецкие предки Криса занимались чеканкой золотых и серебряных монет и носили фамилию согласно деятельности – Рурмахер. Перебравшись в Соединенные Штаты Америки, они просто перевели ее на английский язык. Учась в школе, Крис познакомился с карточными дисциплинами. Правда, произошло это не в стенах заведения в штате Теннесси, а дома. Его бабушка была страстной любительницей бриджа и передала интерес к игре внуку. Затем к воспитанию присоединился отец, научивший сына блэкджеку. Впрочем, предпосылок к будущей карьере в профессиональном покере не наблюдалось. Юный Манимейкер спокойно закончил школу и перебрался в колледж. Там он изучал бухгалтерский учет и, получив степень магистра, работал по специальности до 27 лет. Часто рассказывая о звездных игроках, мы начинаем повествование с их первых шагов, где бы они ни были сделаны. Обычно это недорогие турниры, которыми постепенно накапливается банкролл. Потом рост уровня бай-инов. Наконец, какой-то важный прорыв и взлет на вершину. История Криса совсем иная. Покер постоянно присутствовал в его жизни, так как он играл с друзьями. Именно с друзьями у кого-нибудь дома, так как покерного зала казино Крис сторонился. Он вспоминает: «В конце 90-х я ходил в казино. Там был покерный зал, но я никогда не заходил туда, потому что там было около 15 парней, средний возраст которых был около 70 лет. И все они выглядели несчастными. Мы с друзьями играли дома. Мы никогда не играли в безлимитный холдем. Но после того, как мы посмотрели шулеров, мы начали играть только в холдем». Как миллионы покеристов своего поколения, Крис познакомился с холдемом, посмотрев культовый фильм 1998 года. Именно благодаря этой картине он и освоил новую дисциплину. С появлением первых онлайн-румов Манимейкер тут же присоединился к соревнованиям в интернете. Однако до запуска Poker Stars игра шла исключительно в кэш. С появлением звездного рума добавились турниры, к которым у бухгалтера был особый интерес. Однако покер по-прежнему оставался обычным хобби. Итак, молодой бухгалтер ведет размеренную жизнь, посещая не самую любимую работу и развлекаясь с друзьями походами в казино. По вечерам он поигрывает в онлайн-покер, но никаких планов по покорению Олимпа в этой сфере не стоит. Хотя, вероятно, когда-нибудь он вполне смог бы добраться до столов мировой серии ради личного интереса. Обычный скромный парень с обычной скромной жизнью. Проверь свой уровень игры в покер. Получай новый контент раньше всех. Уникальные бонусы для покеристов. Все это в нашем телеграм-боте. Также ты сможешь записаться на пробное занятие в Академию покера и достичь результатов, как наши ученики. Ссылка на бота уже в комментариях под видео. Накануне мировой серии 2003 года организаторы объявляют о партнерстве с Poker Stars. Некоторое количество билетов в главное событие будут разыграны через сателлиты в онлайне. Почему бы и нет, решает Манимейкер и регистрируется в одном из них за $86. И происходит неожиданное. С первой же попытки Крис одерживает победу и завоевывает билет.
Нет, не в Мейн, а в другой сателлит. В новом турнире 4 призовых места. 3 первых дают проход в первый день главного события мировой серии, а 4-е — $8000. Интересно, что находившийся на мели бухгалтер нацеливался именно на 4-ю позицию. Ведь вот они, живые деньги, а с этим вашим мейном еще как пойдет. Но и здесь он прыгнул выше головы и выиграл таки заветный билет. Можно представить эмоции любителя год назад, наблюдавшего первые массовые трансляции в СОП по телевизору, а теперь получившего шанс окунуться в эту атмосферу самостоятельно. И не за $10 000. Именно столько стоит прямой вход в Мейн. А всего за $82. Колоссальная экономия. Даже самому амбициозному человеку трудно рассчитывать на серьезный результат, если он соревнуется с профессионалами. А Moneymaker был обычным застенчивым парнем. Вероятно, любое место в зоне ETM он считал бы невероятной удачей, так как достижение стало само участие в самом важном турнире во всей индустрии. Крис отправляется в Лас-Вегас. Он едет без особых надежд, но с большим воодушевлением. В поездке его сопровождает отец. Первый же день Moneymaker обращает на себя внимание наблюдателей. Дело в его манере игры. Он действует очень агрессивно. Сейчас это абсолютная норма, но в то время агрессии выделялись далеко не все. Оказывается, уровень новичка на фоне поля был не так уж плох. Спортивный букмекер Лу Даймонд, наблюдавший за ходом турнира, и вовсе в первый день назвал Moneymaker своей темной лошадкой, которая может занести. В первый день Крис нарастил приличную стопку фишек и отправился отдыхать. Удивительно, но на второй день самого невероятного события в своей жизни он умудрился проспать. По дороге к своему столу Крис больше всего боялся дисквалификации за опоздание. Естественно, по правилам живых соревнований этого произойти не могло. Фишки оставались бы на его месте, пока весь стэк не был бы уничтожен проставлением блайндов. Но бухгалтер-любитель об этом не знал. Продолжив агрессивную игру, он со второго дня периодически выходил в чип-лидеры. Теперь на него обратила внимание и пресса. Да и история выглядела интересной для зрителей и читателей. Любитель ноунейм на равных сражается с профессионалами. Крис скромно отвечал на многочисленные вопросы журналистов в перерывах между сессиями. И вот она сенсация. Moneymaker пробивается в топ-9. За финальным столом, кроме него, только опытнейшие профессионалы. Дэвид Зингер, Джейсон Лестер, Сэм Фарха и легендарный Дэн Харрингтон, победитель главного события мировой серии 95-го года, а в будущем автор книг по стратегии. Но теперь-то у новичка нет шансов. В то время профессионалы не воспринимали онлайн-покер всерьез. Сам Крис вспоминает, что за столом его воспринимали как легкую наживу. Профи играли против него так, как будто он испытывал страх. Только вот Moneymaker уже никого и ничего не боялся. Он и так сделал невозможное, поэтому никакого давления больше не испытывал. Не обошлось без удачи. В таких затяжных турнирах без нее никак. В частности, Крис переехал карманных тузов Умберто Бренниса, выставивший с 8 на флопе. А чуть позже его трипс в all-in против фулл-хауса Фила Айви усилился до фулл-хауса старше. Впрочем, были и роскошные хироколы. Так что Крис к финальному столу подошел уже с приличным опытом самых разных ситуаций. Он показал лучший покер, которого от него просто не ожидали. В 3 макси Moneymaker лично отправил отдыхать легендарного Харрингтона. Пришло время хедс-апа с Сэмом Фархой, профессиональным хайроллером. Ощущая свое превосходство, ливанский профи выслушал предложение Moneymaker. Тот был согласен на сделку, дающую им по $1 900 000. И это при том, что у Криса было серьезное преимущество в стеке. Но уверенный в себе Фарха нагло потребовал большую часть от оставшегося призового фонда. Шокированный Moneymaker просто ответил: «Давайте играть». И вот соперники в одной из важнейших раздач. У Криса король и семерка, 0 совпадений, на доске 9-2-6. Зато есть бэкдорное флеш-дро, которое на терне превращается в прямое. Но это все еще не готовая рука, в то время как у Фархи топ-пара девяток. Ливанец ставит, и Moneymaker объявляет рейс. Блокеры на флеше и стриты — это очень хороший и своевременный рейс. Только вот в то время это воспринималось как настоящее откровение. Какие блокеры в 2003-м? Об этих концепциях даже профессионалы задумывались редко. А Moneymaker взял и просто сделал. Но этого мало. Фарха заколировал, создав огромный банк, а на ривере Крис оказался окончательно пуст. Сдаваться? Как бы не так. All-in.
И Фарха после долгих размышлений выбрасывает выигрышную руку. А в решающей раздаче Ливанис уже не поверил и закольировал стоп-парой. Но дилер благосклонно выложил Крису допер, с которым тот после выставления all-ин'а еще и усилился до необязательного фулл-хауса. Эти объятия счастливых отца и сына до сих пор остаются одной из важнейших картинок в истории покерной индустрии. Ведь именно так в сознании миллионов зрителей отпечаталась исполненная покерная мечта. $2,5 миллиона и непонимание, что будет дальше. Крис вспоминает: «Я планировал вернуться к работе, ведь не знал, что покер так быстро взлетит. Я был уставшим и нервничал из-за интервью и внимания. Камеры, микрофоны. Потом меня вывели на Фримонт-стрит, чтобы сделать фото. Затем мы отправились в стрип-клуб, где пробыли до восхода солнца. А утром понедельника я был уже на работе в Нэшвилле. Однако надолго в офисе манимейкер не остался». О том, как сложилась его жизнь дальше, смотрите в следующем выпуске покерных биографий. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И поставьте лайк, если история вам понравилась. Пишите в комментариях, о ком бы вы хотели узнать еще. На канале уже есть биографии и других известных покеристов: Джейсона Куна, Майка Матусова, Федора Хольца, Пола Фуа, а также очаровательной покеристки Кристен Фоксен. Рекомендуем посмотреть. Пока-пока!